Большинство фанатов знакомится с миром волшебства Джоан Роулинг в детстве. Мы воспринимаем мир в упрощенном сказочном виде и верим. Если тетя Петунья ругает Гарри и не пускает его в Хогвартс, значит она злой персонаж. Но в романах Поттерианы многие герои не оказываются теми, кем кажутся на первый взгляд. На самом деле Петунья – непонятный эталон сестры и матери и искренне любящий персонаж. Удивлены? Давайте соберем все факты по кусочкам и воссоздадим полную историю жизни тети главного героя. Скорее наливайте чай, доставайте из духовки фирменный пудинг со взбитыми сливками и фиалками по рецепту тети Петуньи. Мы начинаем. Петунья родилась в семье мистера и миссис Эванс в небольшом магловском городке Коукворт. На реальной карте вы его не найдете. Мама Ро придумала данный населенный пункт как и места проживания части других героев. За время событий книг здесь проживали всего две семьи, связанные с магическим миром – Эвансы и Снейпы. Паучий тупик и родительский дом профессора Зельеварения тоже находятся здесь. До рождения младшей сестры юная Петунья не подозревала о существовании заклинаний, школы колдовства и министерства магии, а также многих других элементов волшебного мира. Отношения между ней и Лили в детстве оставались хорошими. Конечно, иногда сестры спорили, кому достанется самая красивая кукла или кого первого родители поцелуют перед сном. Но ощутимые ссоры начались только когда младшая сестра вдруг начала двигать предметы без помощи рук, зажигать светильник, не вставая с кровати, и увеличивать кусочек пирога на глазах. Родители девочек сначала побаивались способностей дочери, хотя Лили довольно уверенно пользовалась магией, они не хотели, чтобы кто-то увидел ее странности. Старшая сестра вторила родителям и в итоге приняла на себя роль охраны. Следила, чтобы Лили не колдовала в открытых местах, где за ней могли наблюдать. Петунья боялась сестру сильнее всех, ведь она старшая. Почему же она не может совершать магию? Во время одной из прогулок на детской площадке девочки знакомятся с ровесником Лили. Мальчик представляется Северусом. «Ты колдунья!» – прошептал Снейп. Девочка, похоже, обиделась. «Обзываться нехорошо!» Она гордо задрала нос, повернулась и пошла прочь к сестре. «Да нет же!» – крикнул Снейп ей вслед. Он весь раскраснелся, и Гарри удивило, почему он не снимает свою дурацкую широкую куртку. Наверное, стеснялся рубашки с оборочками. Он пошлепал за девочками, похожий на неуклюжую летучую мышь, и на самого себя много лет спустя. Сестры смотрели на него с дружным неодобрением, вцепившись каждая в свои качели, как будто это был домик в игре в пятнашки. «Ты правда колдунья», — сказал Снейп Лили. «Правда, я давно за тобой наблюдаю. Но ничего плохого в этом нет. Моя мама тоже колдунья, а сам я волшебник». Петунья обдала его раскатами смеха, как холодной водой. «Волшебник!» – взвизгнула она, окончательно оправившись от шока, вызванного его внезапным появлением. «Я знаю, кто ты! Ты сын этих Снейпов, они живут у реки в паучьем тупике!» – сказала она Лили, и по ее тону было ясно, что этот адрес – плохая рекомендация в ее глазах. «А зачем ты за нами шпионил?» «Я не шпионил!» – сказала Снейп, стоя на солнцепёке, весь красный, лохматый и несчастный. «Уж за тобой-то я точно не стал бы шпионить!» – добавил он презрительно. «Ты магл!» Хотя Петунья не могла знать значение слова, тон Снейпа говорил сам за себя. В дальнейшем Лили и Северус продолжают общаться, и мальчик рассказывает подруге о мире магии, волшебниках, школе для особенных детей и новых возможностях. С каждым словом Петунья все сильнее злится на него и сестру, ведь ей никогда не стать частью сказочного мира. Через некоторое время Лили получает письмо о зачислении в Хогвартс. С того момента старшая сестра остается одна. Родительскому счастью и гордости нет предела, их младшая дочь действительно родилась волшебницей. Лили отправляется в Хогвартс в первый учебный год. А между ней и сестрой навсегда строится стена обиды и непонимания. Детские взаимоотношения потом перекладываются на Гарри и Дадли. Как Снейп замечает только прическу и видит в мальчике Джеймса, так и Петунья, минуя очки и цвет волос, обращает внимание только на глаза. И здесь мы видим очень большое перекликание между двумя персонажами. Северус и Петунья не могут перешагнуть через детские подростковые обиды к Лили Поттер и ее мужу, но в противовес к личной неприязни вынуждены обеспечивать защиту мальчику. Причем, в отличие от всех лояльных Гарри людей, их усилия можно назвать наиболее качественными. На фоне подобного сравнения также можно понять отношение племянника к Петунье. Безусловно, если опросить большинство читателей книг о Гарри Поттере, то многие люди выскажутся в пользу ненависти со стороны главного героя к тетушке. Но здесь стоит просто продолжить сравнение. Мы видим, как мистер Снейп и миссис Дурсель занимают схожие ролевые позиции. Но если в сторону Зельевара легко обнаружить описание ненависти и отвращения, то с тетей у Гарри иные отношения.
Возможно, в силу возраста мальчик не может конкретизировать свой негатив в слова и действия, но неприязнь у него скорее выражается в сторону дома в целом и даже шире, к миру маглов. Тетя всего лишь один из представителей, но и заботу, пусть и всегда меньшую, чем к сыну, он от нее получал. Петунья навсегда покидает родительский дом и поступает на курсе машинописи в Лондоне. Закончив их, она начинает карьеру в офисе, где встречает самого немагического мужчину Вернона Дурсли. Он трудолюбивый работник, уверенно поднимается вверх по карьерной лестнице, вводит магловскую машину и не терпит все странное. Даже в магловском мире существуют созданные друг для друга души, и Дурсли тому доказательство. Пара встречается некоторое время, посещая обычные магловские свидания. А вскоре Вернон делает ей классическое предложение с кольцом, опустившись на одно колено. Петунья думает всего мгновение и ныряет с головой в омут под названием «Брачная жизнь с маглом», самым нормальным маглом. Свадьба Дурсли состоялась в 1977 году, примерно на год раньше свадьбы ее младшей сестры. Кстати, Дурсли не присутствовали на свадьбе Поттеров, а через 3 года у пары родился единственный сын – Дадли. Первый год его жизни оказался самым идеальным для Петуньи. Она растила любимого сына, занималась домом, создавала уют и ждала мужа с работы каждый день. Единственной весточкой от ненормального мира стало письмо Лили о рождении сына Гарри. Кажется, Петунья зациклена на идее ущемленности в сравнении с сестрой. Она хочет хоть в чем-то превосходить Лили и потому полностью готова отдаться семье, где у нее лучший муж и чуть более старший ребенок. Когда же Гарри появляется на пороге дома Дурсли, для хранительницы очага он не только символ трагедии, но и угроза ее благополучию. Идеально построенный мир Петуньи рухнул утром 2 ноября. Молодая мама по привычке открыла входную дверь и увидела на пороге дома сверток. Там находился мальчик, чуть старше 1 года, лежащий в корзине и укутанный в одеяло. Из письма, обнаруженного в складках, миссис Дурсель узнала: Лили и ее мужа убил злой волшебник, а сама Петунья осталась единственной родственницей годовалого племянника. Вероятно, ей удалось уговорить мужа оставить мальчика на их попечении, ведь вырос Гарри не в детском доме. Кстати, когда речь заходит об уговаривании Вернона, то часть читателей проявляет внимание к их семье и отмечает, что уговаривает в разных ситуациях скорее Вернон Петунью, а не наоборот. Очевидно, в их семье последнее слово чаще за женой. Муж просто более шумный, импульсивный человек, у него хорошо получается действовать. Миссис Дурсель частенько оказывается в стороне и просто уступает дорогу. Но и сын, и муж не подают голоса, когда Петунья принимает решение сама, будь то посадка на диету всей семьей, отъезд или твердая уверенность в том, что Гарри нужно оставить в доме. Все происходит в обозначенные моменты без лишних объяснений и уговоров. Легко в данном разрезе сравнить Дурсли с Уизли. В волшебной семье также есть более шумный и активный супруг, правда, в данной роли выступает Молли. На его плечи ложится более важная задача, но в критических и конфликтных ситуациях, как, например, во время спора с Сириусом в поместье Блэков, решающее слово берет Артур. Молли, как и Вернон, берет на себя более важную для семьи часть жизни. Только в обычном мире таковым становится заработок денег на содержание детей, а в волшебном мире важнее обеспечивает домашний быт и повседневную заботу о детях, когда ты всего немного не добил их число до 10. Дурсли не хотели рассказывать племяннику магическую причину смерти родителей и придумали вполне магловскую. Те погибли в автокатастрофе. Причин не верить у юного Поттера не было, потому он готовился прожить все детство в чулане нелюбимого дома. Дадли и Гарри росли, первый получал от мира все: лучшие игрушки и технику, самые вкусные сладости и неизмеримую любовь родителей. А заодно издевался втайне открыто над кузеном. Обиды на сестру, скопленные за жизнь, вылились на племянника. Теперь Петунья главное, все будет так, как скажет она. Женщина пообещала себе вырастить Гарри вдали от магического мира и сделать все, чтобы он не начал проявлять способности, как его мать. Только волосы его росли очень уж быстро. Слишком быстро, будто по волшебству. Дадли и Гарри учились вместе в начальной школе Святого Григория. Затем Дурсли планировали отправить племянника в непримечательную магловскую школу Хай Кэмеронс, а Дадли же купили новенькую форму для школы Уонингс, где когда-то учился Вернон. Учеба в частном заведении стала очередной причиной для гордости родителей. На 11-й день рождения Дадли Дурслям пришлось взять Гарри с собой в зоопарк, чем именинник был категорически недоволен. В тот день Гарри неосознанно использовал магию, но хуже всего пострадал от данного поступка любимый Дадлик. Старший кузен заметил, как Гарри разговаривает со змеей. Но забавнее всего оказалась реакция огромной рептилии. Она явно отвечала мальчишке. Такое просто не могло происходить без вмешательства юного Дурсли. Он оттолкнул Гарри, припал к стеклу и плюхнулся в воду террариума.
Внимательные читатели и зрители сразу ответят: злость Гарри заставила стекло исчезнуть. Случайный выброс магии мог остаться без внимания дяди и тети, если бы не опасность для жизни их сына. В результате Дурсли закрыли неопытного волшебника в его родном чулане на целый месяц. Но странности только начались. Через месяц Гарри получил то самое заветное письмо. Петунья точно помнила, как оно выглядело еще с детства. Герб с заглавной буквой H, лев, змея, орел и барсук. Ей не пришлось его читать, она знала, кто его прислал и зачем. Первое письмо Вернон с женой отобрали у племянника, а следующие выбрасывали, рвали и сжигали до того, как он их увидит. Они твердо решили, Гарри не поедет в ту ненормальную школу. Ситуация явно не хотела решаться сама. Множество сов и писем в самых неожиданных местах почти довели Вернона до безумия. Дурсли уехали в родной город Петуньи, Коуквард, и заселились в гостиницу у железной дороги. Дальняя поездка не спасла ситуацию. Гарри все же получил письмо из рук Рубиуса Хагрида. Тот рассказал Гарри все тайны, с трудом сокрытые Дурслями. О смерти родителей, о магической силе, о школе волшебства и Альбусе Дамблдоре. Врать дальше не получалось, и Петунья вылила все обиды на мальчика в одно мгновение. Хотя будущее изменить не смогла. Ей пришлось признать, Гарри поедет в Хогвартс. И без того сложный день закончился попытками объяснить врачам, как у Дадли появился поросячий хвост. На данном моменте воспоминания читателей и зрителей разделятся. В книжной версии Хагрид показал Гарри косую аллею, помог купить все необходимое для школы и привез мальчика обратно к Дурслям. До поездки в Хогвартс оставался еще месяц, вероятно, самый сложный для героя и его родственников. Зато Гарри наконец получил собственную комнату, а не темный чулан в соседстве с насекомыми. Вернон испугался слежки за племянником, ведь в письме написано, где именно жил мальчик прошлые годы. Чисто по доброте душевной ему отдали вторую комнату Дадли, очистив ее заранее от кучи игрушек и подарков. Оставить его одного посреди Лондона 1 сентября они не могли, и все же пришлось привезти его на вокзал Кингс-Кросс. Дурсли не могли называться Дурслями, если бы и здесь не усложнили Гарри жизнь. По дороге на вокзал они злостно уверяли племянника: такой платформы не существует, его просто обманули. Но мы помним, Петунья ездила с родителями отправлять Лили в школу, а значит знала, платформа 9 3/4 реальная, как странный магический проход и алый поезд. Зачем же она так поступила? Мы все еще ждем ответа от мамы Ро. С одной стороны, отъезд Гарри означал спокойствие и свободу для Дурсли, они увидят племянника только в начале следующего лета. С другой стороны, растущая магическая сила мальчика могла отразиться на безопасности семьи. За весь год Дурсли проявились лишь раз. На Рождество они прислали Гарри 50 пенсов. Правда, я лично думаю, что это больше инициатива Вернона, чем Петуньи. Лето после первого курса племянника превратилось в негласную войну. Первые месяцы победа оставалась на стороне юного волшебника. Ему нравилось пугать кузена магическими способностями. Как сказал Хагрид, Дурсли не знают о запрете использования магии несовершеннолетним. Гарри развлекался, произнося несуществующие слова и заклинания, держа в руке волшебную палочку. Дадли безумно боялся его и предпочитал лишний раз не пересекаться с кузеном. Ситуация изменилась после неудачной встречи с Мейсонами. Вернон очень хотел получить выгодный контракт для фирмы и делал все в особенном стиле Дурсли. Семейство разыграло целый спектакль вежливости и учтивости, но план не удался. Племянник не только вышел из укрытия, но и уронил фирменный пудинг Петуньи на голову миссис Мейсон. Терпение Вернона лопнуло, он закрыл племянника на все возможные замки в комнате и, вероятно, собирался держать его там целую вечность. Желание не сбылось, братья Уизли вызвали Гарри из тюремного заключения, прилетев на волшебной машине. Зато Дурсли могли снова дышать спокойно до следующего лета. Вероятно, они радовались, когда получили письмо Минервы МакГонагал о нарушении сотни школьных правил племянникам. Мальчишка получил по заслугам. За полет на машине до школы его обещали наказать на долгие месяцы. Вероятно, из-за такой прекрасной новости они все же решили прислать Гарри подарок на Рождество и выбрали для него зубочистку. Во второй книге Петунья как будто отходит на второй план. В основном мы видим взаимодействие с племянником Вернона, и данный тренд растянется на несколько книг. Мы, безусловно, смешиваем отношения Дурсли к Гарри, но в целом Петунья просто пускает на самотек взаимоотношения мужа с племянником. Возможно, она чувствует ответственность перед мужем за разрушение их идиллии в момент появления Гарри в семье. Но начиная со второй книги и до пятой, когда защита мальчика из-за возвращения Волан-де-Морта становится более ресурсной задачей, она находится как будто в стороне. Следующее лето снова не прошло гладко. Гарри умудрился надуть сестру Вернона, Мардж, но мы уверены, в глубине души Петунья искренне посмеялась над родственницей.
Отношения между женщинами не кажутся искренними и добрыми, лишь наигранная любезность и необходимость находиться рядом некоторое время. Через год Петуния и Вернон узнали о существовании крестного отца племянника. Хотя их и пугало его тюремное прошлое и клеймо жестокого слуги Темного Лорда, они могли согласиться отдать ему Гарри и навсегда освободиться от вынужденной жизни с ним. Но терпеть его все же пришлось и дальше. Невероятная любовь Петунии не закрывала глаза на другую очевидную проблему. Дадли становился копией отца и рос не только вверх. Плохие отметки не так сильно волновали родителей, как письмо от медсестры частной школы Уорнинг, где продолжал учиться Дадличек. Ее сильно беспокоил лишний вес ученика, и в попытке исправить ситуацию все семейство село на диету. Впервые в жизни обиды и слезы не помогли Дадли играть на чувствах родителей. Вместо фирменного пудинга мамы ему приходилось давиться кислым грейпфрутом на уши. Ведь у него под кроватью не прятались сладкие подарки от друзей, как у кузена. Через несколько недель вкусовых страданий Петунии все же пришлось признать: помочь с лишним весом может только магия, а к ней она точно прибегать не будет. Мучения Дадли закончились, зато семейство Уизли пообещали забрать мальчишку раньше сентября, чтобы попасть на кубок по странному спорту с несуществующим названием. Дурсли успели привыкнуть к странностям, связанным с Гарри, но появление людей в любимом доме выше их сил. В назначенный вечер камин в гостиной загорелся, из зеленого пламени вышли 4 мужчин с огненно-рыжими волосами. Мистер Уизли, Рон и близнецы привычным для себя образом посетили родственников Гарри. Дурсли же запомнили их появление на всю жизнь. В завершении без того ужасной встречи вечный шутник Фред оставил сюрприз для Дадли – ириску гиперязычки, после чего его язык вырос почти на фут и стал фиолетовым. Вероятно, Петунии пришлось долго приводить себя мужа и сына после тех событий. Дадлик рос центром внимания не только в семье, но и среди друзей. Его любимыми хобби стали издевательства над младшими и возвышение себя. Петуния не думала его воспитывать и объяснять ошибки, на что не пойдешь ради любимого сына. Летом, после 4 курса, Гарри вел себя страннее обычного, вечно слушал новости, разговаривал во сне и закрывался в себе. Но одна новость отозвалась в сердце Петунии. Племянник говорил о воскрешении того самого волшебника, убившего Лили и Джеймса. Она заново пережила чувство после потери сестры, хотя и не подала виду. «Лорд, как ты сказал?» – наморщившись, переспросил дядя Вернон. В его поросячьих глазках возникли начатки какого-то понимания. «Это имя я вроде слышал. Это тот, который...» «Убил моих родителей, совершенно верно», – подтвердил Гарри. «Он же исчез!» – раздраженно сказал дядя Вернон. Ему, похоже, было безразлично, что Гарри тяжело вспоминать о гибели отца и матери. «Этот верзила на острове так сказал! Испарился!» «Он вернулся», – тяжко выдохнул Гарри. Очень странно было стоять в чистой, как операционная, кухне тети Петунии подле наисовременнейшего холодильника и телевизора с большим экраном и спокойно вести разговор с дядей Верноном о лорде Волан-де-Морте. Появление дементоров в Литл Уингинге словно бы пробило брешь в огромной невидимой стене, которая отделяла неумолимо чуждый всякому колдовству мир Тисовой улицы от того, другого мира. Две жизни Гарри слились воедино, все перевернулось вверх тормашками. Дурсли интересуют детали волшебного мира, миссис Фиг знает Альбуса Дамблдора, по Литл Уингингу летают дементоры, а он сам, может быть, никогда не вернется в Хогвартс. В голове у Гарри запульсировало еще болезненнее. «Вернулся?» – прошептала тетя Петуния. Она смотрела на Гарри, как не смотрела никогда раньше. Внезапно он впервые в жизни сполна почувствовал, что тетя Петуния – сестра его матери. Он не смог бы сказать, почему именно сейчас ощутил это с такой силой. Он знал одно: кроме него в кухне есть еще один человек, имеющий понятие о том, что может означать возвращение лорда Волан-де-Морта. Ни разу в жизни тетя так на него не смотрела. Ее большие, бледные глаза, совсем не похожие на сестрины, не сузились от неприязни или злости. Они были широко открыты, и в них читался испуг. От ее иступленного желания признать существование волшебства, существование чего-либо помимо их с дядей Верноном мира, от нежелания, длившегося всю жизнь Гарри, ничего не осталось. «Да», — сказал Гарри, — он говорил теперь именно с ней, с тетей. Он вернулся месяц назад, я его видел. Ее ладони нащупали сквозь кожу пиджака массивные плечи Дадли и стиснули их. Следующие события показали. Она не нарушит обещания, данное себе, Дамблдору и сестре. В письме, спрятанном в идеале маленького Гарри, директор Хогвартса объяснял о защите дома и мальчика. Только семейные чувства и забота смогут защитить ребенка. Он ни в коем случае не должен покидать дом на Тисовой улице до совершеннолетия, кроме поездки в школу. Однажды Дадли, гроза детей района, снова гулял с друзьями, но вернулся домой в обезумевшем состоянии.
Гарри практически тащил его за собой. Вернон и Петунья чуть не сошли с ума, увидев сына в подобном состоянии. На вопрос о произошедшем Дадли промолчал, но показал на кузена. Вернон обрушил на племянника все обиды и эмоции вместе со страхом за сына. Переборов собственные эмоции, Петунье пришлось встать на сторону Гарри. Отдаваясь гулким эхом, кухню наполнил жуткий голос, источником которого было горящее письмо на столе. «Не забывайте мой наказ, Петунья!» Казалось, тетя Петунья сейчас упадет в обморок. Она опустилась на стул рядом с Дадли и закрыла лицо руками. Остатки конверта догорали в полной тишине. «Что это значит?» — хрипло спросил дядя Вернон. «Что? Я не Петунья?» Тетя Петунья молчала. Дадли пялился на мать, тупо разъявив рот. Тишина закручивалась жуткой спиралью. Гарри глядел на тетю, совершенно сбитый с толку. Голова, казалось, вот-вот лопнет. «Петунья, солнышко!» — нежно проворковал дядя Вернон. «Петунья!» Она подняла голову, ее все еще била дрожь. Она сглотнула. «Мальчик остается у нас, Вернон», — сказала она слабым голосом. «Что?» «Он остается», — повторила она, не глядя на Гарри, потом встала со стула. «Он как? Ну как же, Петунья?» «Если мы его выгоним, пойдут толки среди соседей», — сказала она. Хотя она была еще очень бледная, к ней стремительно возвращалась быстрая, отрывистая манера речи. «Начнут всякие вопросы задавать, станут интересоваться, куда он делся. Придется его оставить». Дядя Вернон сдувался, как проколотая шина. «Но, Петунья, лапочка!» Не обращая на него внимания, тетя Петунья повернулась к Гарри. «Сиди у себя в комнате, из дому не выходи. А теперь спать!» Гарри не двигался. «От кого этот громовещатель?» «Не задавай мне вопросов!» — отрезала тетя Петунья. История про соседа должна была успокоить Вернона и заставить его согласиться с женой. Лишь пару лет спустя Поттер наконец осознал, как важна защита дома и крови, и на что пришлось пойти тете, чтобы ее сохранить. Как мы уже отметили раньше, отношение со стороны тети к нему явно меняется, ведь, как мы помним, во всех 3 последующих книгах Вернон достает главного героя куда меньше, он как бы уходит со сцены, а Дадли и вовсе пытается выстроить отношения с кузеном. Скорее всего, Петунья наконец увидела за очками мальчика не только зеленые глаза и волшебный мир, но также ощутила, что может вновь потерять родного человека. Отношения с племянником нельзя было назвать хорошими, но все же в силах женщины оказалось не портить их дальше. Мы все замечаем, что Дурслям, несмотря на все старания, все же не удалось откреститься от волшебного мира. Тем более не удается откреститься от волшебного мира всем подписчикам нашего телеграм-сообщества Гарри Поттер ТВ. Там мы публикуем новости, анонсы стримов и новых видео, а также разбираем разнообразные интересные факты о мире Поттерианы. Потому приглашаю вас присоединиться к нам, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. А пока что возвращаемся снова к Дурслям. Гарри в очередной раз уехал раньше сентября, а вернулся летом с новой удручающей новостью. Его крестный отец погиб. Дурсли снова остались его единственными родственниками. Стараясь не ухудшать ситуацию, все жители дома номер 4 стремились уживаться друг с другом. Смерть Дамблдора в июне следующего года и активизация сил лорда Волан-де-Морта заставили Дурсли покинуть родной дом. В момент прощания фанаты видят другую Петунью. Она так и не смогла поговорить с Гарри и его матери, хотя очень хотела. Для фильма сняли похожую сцену, но, к сожалению, ее вырезали. Дадли мягко выбрался из объятий матери и подошел к Гарри, с трудом подавившему желанию припугнуть его магией, но тут Дадли протянул ему большую розовую ладонь. «Господи, Дадли!» — сказал Гарри, повышая голос, чтобы перекрыть им возобновившиеся рыдания тети Петуньи. «Тебя-то что, дементоры подменили?» «Не знаю», — ответил Дадли. «До встречи, Гарри». «Да», — сказал Гарри, сжимая ладонь Дадли и тряся ее. «Может быть. Будь осторожен, Большой Д». Дадли почти улыбнулся и в перевалку вышел из гостиной. Гарри услышал, как он тяжело ступает по гравию дорожки, потом хлопнула дверца машины. Тетя Петунья, прижимавшая к лицу носовой платок, обернулась на этот звук. Похоже, она не ожидала того, что останется с Гарри наедине. Торопливо сунув платок в карман, она произнесла: «Ну, всего хорошего», и, не оглядываясь, пошла к двери. «Всего хорошего», — сказал Гарри. И тогда она остановилась, обернулась. На миг у Гарри возникло наистраннейшее чувство, будто она хочет что-то сказать ему. Тетя Петунья смерила его непонятно робким взглядом и, казалось, совсем уж собралась открыть рот, однако затем чуть дернула головой и выбежала из комнаты, чтобы присоединиться к мужу и сыну.
Дальнейшая жизнь Петунии и ее мужа неизвестна. Скорее всего, они продолжили совместную рутину, не сильно отличавшуюся от жизни на Тисовой улице. Вернон продолжал работать в фирме Дрейли, Петуния ухаживала за домом и готовила фирменные пудинги с засахаренными фиалками и взбитыми сливками. Дадлик женился и подарил ей любимых внуков. Неизвестно, когда именно она умерла, но случилось это до 2017 года, то есть до событий проклятого дитя. Общий план написан, но нас интересует более глубокий слой персонажей. Ведь мы уже отметили, если бы Петуния являлась по-настоящему демоническим персонажем, то и Гарри относился бы к ней не лучше, чем к Северусу. А значит, их отношения иные, и в тете кроется потенциал хорошего человека. Впервые читатели увидели другую сторону Петунии в воспоминаниях Северуса Снейпа. Хотя эти события могут быть не сильно правдоподобными, ведь отражают позицию юного слизеринца. Он называет сестру Лили обычной, не владеющей магией. Ему нравится талантливая рыжеволосая девушка, а потому ее сестра предстает в негативном свете. Мы же видим в описываемом моменте зарождение зависти и обиды, ведь мир оказался несправедлив к маленькой Петунии. Она любила сестру и родителей, строила невероятные планы на будущее и являлась обычным человеком. Судьба же выбрала ее сестру и подарила билет в невероятный мир волшебства, тайн, особенных талантов и возможностей. Почему же все досталось Лили, а не ей? Здесь нет ничьей вины. Ни Лили, ни мира, ни тем более Петунии. Любой ребенок почувствовал бы себя брошенным и обиженным. Ситуация становится сложнее, когда Петуния пишет письмо Дамблдору с просьбой зачислить ее в Хогвартс. Она искренне хочет справедливости и думает, вероятно, про нее забыли. Неизвестно, где девочка нашла адрес директора и какую сову отправила с самым важным письмом жизни, но нам точно известно. Дядюшка Альбус его получил и даже написал ответ. Он вежливо отказал Петунии в самой искренней мечте. Оставить попытку и отказ в секрете не удалось. «Туния, не сердись, прости меня, пожалуйста, послушай». Она взяла сестру за руку и не выпускала, хотя Петунья пыталась вырваться. «Может быть, когда я там окажусь...» «Нет, послушай, Петунья, может быть, когда я там окажусь, я смогу пойти к профессору Дамблдору и уговорить его изменить решение». «Я не хочу туда!» – отчеканила Петунья и вырвала руку. «С чего ты взяла, что я хочу ехать в какой-то дурацкий замок и учиться на...» Ее глаза скользнули по платформе, по кошкам, мяучащим на руках владельцев, по совам в клетках, бьющим крыльями и ухающим, приветствующим друг друга, по школьникам, некоторые из которых уже надели длинные черные одежды, грузившим чемоданы на ярко-красный паровоз и приветствующим друг друга радостными возгласами после долгой летней разлуки. «Думаешь, я хочу стать уродкой?» Глаза Лили наполнились слезами. «Я не уродка», — ответила она. «Это ужасное слово». «Туда-то ты и едешь», — с наслаждением повторила Петунья. «Спецшколу для уродов. Ты и этот снейповский мальчишка. Вы оба натуральные уроды. Хорошо, что вас будут держать отдельно от нормальных людей. Это делается для нашей безопасности». Лили взглянула на родителей, внимательно оглядывавших платформу с видом самого сердечного удовольствия. Потом перевела глаза обратно на сестру и сказала тихо и зло: «Вряд ли ты думала, что это школа для уродов, когда писала директору и клянчила, чтобы тебя приняли». Петунья покраснела до ушей. «Клянчила? И я не клянчила!» Я видела его ответ, очень милый. «Кто тебе разрешил читать?» – прошептала Петунья. «Ты мое личное, как ты могла?» Лили выдала себя, взглянув в сторону Снейпа, стоявшего неподалеку. Петунья ахнула. «Так вот, кто нашел мое письмо! Ты рылась в моей комнате вместе с этим мальчишкой!» «Нет, мы не рылись», — Лили перешла на оборонительную позицию. Северус увидел конверт и не поверил, что Магл мог завязать переписку с Хогвартсом, вот и все. Он сказал, что, видимо, на почте тайно работают волшебники, которые... «Волшебники, видимо, суют свой нос во все!» Петунья побледнела, теперь так же сильно, как перед этим вспыхнула. «Уродка!» — бросила она в лицо сестре и метнулась к родителям. Отвергнутая волшебным миром девушка решает навсегда его забыть. Зачем думать о том, чего не сможешь получить? Хотя Петунья живет нормальной жизнью год за годом, но чувство справедливости не проходит. Перед свадьбой с Верноном она решает познакомить жениха с сестрой, Лили же приходит с Поттером. Вероятно, та встреча оказалась единственной. Вернон и Джеймс имели противоположные взгляды на все и совершенно не сошлись характером. Яркий, взбалмошный и безработный волшебник Джеймс кажется строгому и банальному Вернону ненормальным. Заложен еще один кирпич в стену между сестрами Эванс. Петунья нашла в муже все, о чем могла мечтать. Он не терпел магию даже больше нее самой. Они молча договорились не вспоминать о ее сестрице и непонятном мире. Вернон полностью поддерживал жену и даже не помнил, как же именно назвали ее племянника.
Безумная любовь родителей к сыну сыграла с Дадли злую шутку. Они отдавали все силы и возможности ради его благополучия, но чаще всего такие дети становятся избалованными и ждут от мира постоянных подарков. Дадли Дурсель, как и Драко Малфой, стали заложниками своего детства, хотя оба в будущем смогли переступить через себя и измениться. Хорошая ли Петуния мать или нет, решить сложно, но ее действия вполне логичны, она хотела дать сыну весь мир, не получив когда-то частичку другого. Идиллию нарушает сверток с младенцем на пороге дома и письмо от того самого Альбуса Дамблдора. На него она обижена не меньше, чем на сестру, хотя и понимает, выбора у нее нет. Родители сестер Эванс уже умерли, как и родители Джеймса Поттера. Если бы Петуния действительно являлась той злобной женщиной, какой нам показывает ее мама Ро в первой книге, она не взяла бы Гарри и не растила его. Тонкие отголоски любви к Лили заставили ее сделать выбор и забрать племянника. Да, она не любит его как Дадли, не покупает новую одежду, не дарит подарки и не целует на ночь. Она вымещает на мальчике злость и ощущение несправедливости. Конечно, такие поступки не говорят о доброте души, но все же он не растет сиротой в детском доме. Про первые годы Гарри Роулинг не рассказала, но представить их себе мы можем. Конечно, он не жил в чулане с первого дня появления в доме. Петуния растила его, пеленала, купала и кормила. Она держала на руках малыша и вглядывалась в его глаза его матери и ее сестры. Вероятно, в такие моменты она вспоминала, как выглядела маленькая Лили, как она росла и делала первые шаги. А теперь она наблюдала за первыми неуверенными шагами Гарри. Тогда в ней бушевали привычная обида и любовь к родному племяннику. Она искренне боялась проявления магии в нем, ведь тогда она снова почувствует себя маленькой обделенной девочкой. Так и случилось, когда Гарри получил приглашение в Хогвартс. После первого курса он развлекался, пугая кузена несуществующими заклинаниями, и странно, Петуния его не остановила. Лили проводила лето с семьей, а потому старшая сестра помнила, использовать магию вне школы запрещено. За такие действия могут не только наказать, но и даже выгнать из школы. Она также видела, какие именно заклинания изучала младшая сестра и понимала, абракадабра – придуманное слово, не имеющее значения. Почему же она не ругала племянника? Давала почувствовать себя счастливым хоть на время или надеялась, что ему запретят возвращаться в школу за случайно созданное волшебство? А как вы думаете? Делитесь в комментариях, но еще не время заканчивать ролик. Новость о существовании крестного одновременно освобождала Петунию от необходимости растить племянника и вызывала чувство ревности. Ситуация изменилась через 2 года, когда Сириус Блэк погиб в схватке со своей кузиной. Новости о возвращении Темного Лорда воскресили скорбь по Лили. Она не показывала эмоций при муже и сыне, но наедине с собой могла дать волю чувствам. К тому же появлялась опасность жизни не только Гарри, но и ее семье. Никто не мог точно знать, как лорд будет мстить. В конце концов, Дурслям все же пришлось покинуть любимый дом на Тисовой улице. Для Вернона закончился период вынужденного воспитания племянника и появления странных людей и сов, и началась спокойная жизнь. Дадли наконец осознал, Гарри не просто занимает место, а Петуния прощалась с воспоминаниями о сестре, мире магии и накопленными обидами. Она потратила всю жизнь на зависть и чувство несправедливости, а могла воспитать племянника в любви и нежности. Можно ли ее винить? Наверное, вряд ли. Хорошая ли Петуния сестра? Да, она любила Лили, приняла ее сына и растила его, а главное, дала ему защиту от темных сил. 31 октября 1981 года Лили встала между Волан-де-Мортом и сыном, защитив его жизнь и будущее. Но именно наличие семейного дома дало ему кровную защиту, позволившую однажды победить. Хорошая ли Петуния мать? Да, она отдавала сыну все, она хотела видеть его счастливым и не нуждающимся. Фанаты мира волшебства, прочитавшие «Проклятое дитя», первыми узнали, насколько Петуния любила племянника. Уже после смерти матери Дадли передал Гарри то самое маленькое одеяльце, в котором тетя когда-то его нашла на пороге. Она хранила его больше 20 лет. Одна из фанатских теорий тесно связана с отношениями Гарри и тети. Она объясняет, почему Дурсли так плохо относились к племяннику. По данной версии Вернон и Петуния проявляли агрессию, негативные чувства из-за осколка души внутри мальчика. Мы помним, как менялся характер персонажей, носивших медальон Слизерина. Гермиона почти не менялась, Гарри с трудом, но удавалось иногда с ним бороться. Рон же менялся кардинально, превращался в самую злую версию себя. По нашему мнению, влияние Крестража Волан-де-Морта связано с качествами человека, добротой, завистью и пониманием. Петуния много лет жила с мыслью о своей простоте. Мир выбрал ее младшую сестру, оставив ее саму ни с чем. Зависть и обида лишь росли, а потому Крестраж вбирал их в себя и отдавал в 3-кратном размере. За всю жизнь Петуния искренне любила всех – родителей, сестру, мужа, сына и племянника. Кого-то сильнее и ярче, кого-то тихо, про себя, но все же любила.
Мы не всегда согласны с ее методами и проявлениями чувств, но разве можно ее во всем винить? А как вы относитесь к данной героине? Замечали ли изменения в отношениях к женщине, мечтавшей о волшебстве? Поделитесь этим в комментариях. Также не забывайте про подписочку на канал, ставьте лайки, переходите по ссылочке в закрепленном комментарии в наше телеграм-сообщество. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!